Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Что-то скучно стало жить. Надо что-то натворить. Переберем остатки лоскутков и приготовим квадраты 10 на 10 сантиметров. Разложим их в 6 рядов по 4 квадратика. Сшивать все будем вертикальными колонками. Сложим детали попарно стопочками. Сшиваем пару одну за другой гирляндой. Нитки не обрываем. Сначала прошиваем первую стопочку, потом вторую. А вот вы знаете, что если ночью выйти во двор, лечь на землю и долго-долго смотреть на звездное небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи. Готовые отшитые гирлянды разворачиваем, расправляем швы. Припуски в соседних рядах направляем в разные стороны. Затем складываем вместе две заготовки и прошиваем. Расправляем полученную деталь. Швы разглаживаем ногтем. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только сделать горизонтальные соединения. При работе за швейной машинкой следим за направлением припусков. Готовое полотно тщательно проутюжим. Получилась красота. А теперь показываю, что, собственно говоря, мы делаем. У меня есть джинсовая куртка. Обычная, как у всех. Но хочется сделать ее поинтереснее. Эту большую деталь мы пришьем к спинке. Заколем булавками. Сразу подогнем края и отрежем лишнее. Затем возьмем иголку с ниткой и наживулим. Чтобы было крепче, пришьем на швейной машинке. И сразу же простегаем. Стежку делаем в шов. Добавим декоративные элементы и на переднюю часть куртки. Все зависит от вашего желания. И можно идти на улицу и покорять мир своей красотой. Вот иду я по улице, а мужики так и падают, и штабелями, штабелями. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!